Тоже есть очень консервативный политик Орбан. Может как выиграть, так и проиграть. По-моему, там очень интересная предвыборная кампания у самого Орбана. Ну, Орбан веселый, скорее Фица в Словакии больше грустит. Просто мы впервые позвали не украинца. И сейчас я бы просто бежал создавать кандидату Макс. Нравится, не нравится, переходи туда, красавица. Постишь, все спрашивают, это яишка, это яишка. Нет, это Пашинян. Взаимопомощь будет и так, без СНГ, это понятно. Ты выбирай либо Порошенко, либо будет Путин. Подход называется «Да насрать мне на все правила». Я делаю, что хочу. Ну вот и все, ты проиграл. Шоу закончил, камера. Друзья, приветствую вас на канале Победа 945 в нашем честном подкасте. Я ведущий Павел Кухаркин, мой соведущий Сергей Черкасский. У нас сегодня гость Рамиль Харисов, медиатехнолог и основатель агентства «Щенки Медиа». Всем привет. Привет. Но я начну с хороших новостей. У нас в прошлом подкасте, который мы писали с Борисом Чернышовым, был конкурс на самый популярный комментарий про искажение истории, и у нас есть победитель, человек с ником Ли Купер. Сказал, что самая интересная искаженная история, то, что США и Англия выиграли Вторую мировую войну, а не сделал это Советский Союз. Поэтому призываю написать нам в Telegram Победа 945, мы свяжемся и вручим подарок. Сегодня мы тоже хотим разыграть подарок, книгу, поэтому тоже у нас такой конкурс будет на самый популярный комментарий. Подарки каждый подкаст. Здорово, здорово. Да, Ну, погнали. Сейчас офлайн читать, в принципе, будет популярно. Всякие газетки, журналы. Вот, Харисов о политике. Мелькает у меня твой телеграм-канал, возможно, уже Макс-канал в ленте. Я, кстати, видел вот недавно тебя в Максе. Вот, поэтому хотел про политику сразу и спросить. Сейчас такие темы, две важные у нас внутри России. Это скоро выборы и блокировка интернета. Да, частичная, нечастичная, где-то в регионах по-разному. Вот как в этой связи будут проходить у нас выборы предстоящие? Что-то поменяется, не поменяется. Если у нас с уклоном немножечко на историю, будет ли у нас очень похоже наши современные выборы на то, как было раньше? Знаешь, там дворовые встречи. В Российской империи, да? Да. Так, ну смотрите, во-первых, хочется сразу обозначить тренд. Ну, на мой взгляд, первый раз, когда закручивают гайки до выборов. Я такого не помню. Обычно для меня логичнее было постепенно блокировку вводить, не так жестко, и финал устроить после выборов. Это стандартная схема, чтобы никак не злить аудиторию. Да, избирателей. Но случилось то, что случилось, и первое. Мы вступаем, ну вот сейчас получается апрель, и мы вступаем в так называемую предвыборную гонку с электоратом, который, ну, наверное, больше недоволен, чем доволен. Опять же, надо смотреть по регионам, тут очень важная штука, что города-миллионники — это одно, регионы — это другое, потому что там с тем же заблокированным интернетом живут сильно дольше, чем города-миллионники. Но мы об этом не знаем, потому что там заблокирован интернет и нет способа узнать. Мне пишут письма Почты России. Я на самом деле постоянно выезжаю куда-нибудь, вот в Брянск, катался, там во многих местах просто отсутствует, но некоторые работают, те, кто в белом списке. Все работают. Вот, и поэтому... Но не факт просто, что это блокировка интернета связана, конечно, с выборами, потому что у нас же там еще внешнеполитическая ситуация, сейчас там Иран еще, у меня вот возникла идея на днях, что, может быть, вообще весь глобальный интернет обрушится, потому что Иран там будет бомбить по Амазону, по их дата-центрам, поэтому здесь, может быть, поэтому из-за этого так торопится. Тут скорее связь, объясню, что имел за связь. Обычно, на самом деле, стараются не злить электорат. Ну, как бы все, что не связано, неважно, связано с выборами, не связано, все оставляем на после выборов. Но тут решили, да, убыстрить процесс. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Ну, больше плохо, на мой взгляд, потому что люди становятся злее, это видно, это замеряется. Вот. А что касается технологий каких-либо, если мы говорим о выборах, то в целом можно увидеть один тренд госмессенджера, как мы его называем, не называем? Называем. Он пока один, потому что я в прошлом году, извини, что отклонюсь чуть, анонсировали, что появится еще второй мессенджер, Молния. Вот я его жду. Я там буду создавать канал. В Максе я не завел канал, вот в Молнии будет канал первым.
Это до релиза приложения. Понятно. Был еще там, но он закрылся, к сожалению. К сожалению, да. Ну и в целом и ВК мессенджер был, можно вспомнить. И там даже каналы какие-то есть. Ну, в общем-то, что-то как-то не срослось. Вот, что касается каких-то технологий электоральных, то в этом плане Макс для региональной аудитории очень важно. Вполне себе интересная штука ныне. Какой тренд мы сейчас замечаем в агентстве? Региональные каналы растут как на дрожжах, причем растут вирально. Буквально недавно коллеги проводили опрос в своем региональном канале. Треть опрошенных пришла по поиску. Мы сталкиваемся с тем, что Telegram не работает, но новости региона, ну просто обычно новостной паблик читать нужно. Соответственно, что? Правильно, Макс. Ну, больше ничего не остается. Это не реклама Макса, а скорее тренд, который, скорее всего, будут использовать технологи на выборах, но я на это очень надеюсь. У нас все-таки технологии сильно старше обычно, поэтому не всегда эти тренды быстро ловят. А так, вполне себе технология, ну, конечно, встречи во дворе и АПМки и прочее, ну, вот это будут. Вот интересно тоже, да. А они будут, они никуда не менялись. Важно понимать, давайте за Москву скажем так. Целевая аудитория, ну почему нет? Целевая аудитория голосующих, в частности, за мэра, ядро прям, это женщины, мужчины, но больше женщины 45+, даже 50+. Поэтому отсюда мы видим, что АПМки есть, газеты есть, условно. Сейчас выборы не мэра идут, но я в целом. Понятно, что те, кто под эгидой партии власти избирается, в целом технологии те же. Вот. Все офлайн методы есть, и они работают. Но нельзя пока воздействовать на бабушек, условно, иначе. Хотя я вам скажу, что тот же тренд, я не знаю, будут ли использовать, если мы берем Москву, муниципальные депутаты, тренд на Макс, он же опустился максимально на нишевый уровень. Очень сложно было создать канал там школы или там института, районные каналы там в Телеграме или в ВК больше, в Телеграме меньше были, но узкосегментированная аудитория меньше подписывается, а сейчас все-таки история с блокировкой привела к тому, что вот эти нишевые каналы, они растут. И сейчас я бы просто бежал создавать кандидату Макс, и созывал условных бабушек подписаться. А они в любом случае подпишутся, потому что им бабушки все-таки у нас все современные стали, и надо где-то условно звонить. Ну, к сожалению... Я придумал идею. Нужно создать канал какой-то газеты и прям просто вместо публикаций, постов в классическом виде, просто страницы сканировать, утренние газеты и туда загружать. Вполне себе зайдет. Ключевое. Бабушки что делают? Правильно, все-таки используют мессенджер. Телеграм у них больше не работает. С VPN явно не все знакомы. Остается Макс. А Макс, почему бы не подписаться на районные каналы? Вот, в общем, вот для меня единственный, наверное, яркий плюс Макса, два единственных плюса, это нишевость, что хорошо для тех, кто нишами определенными занят, особенно региональными нишами. И второе, отсутствие конкуренции пока на раннем этапе. Скажу вам как человек, который когда все заходили, взрослые дядьки и тетки, в Телеграм, и мне было 17 лет, ну, каналы какого? 17-го года, наверное. В 16-м же где-то появились каналы, сам мессенджер, по-моему, в 12-м. В 16-17 каналы. Пошли вот эти именитые журналисты, именитые пиарщики, всем сейчас по 500 лет, но тем не менее, они были первые. Первая волна, да. Вторая волна после 22-го уже, наверное. Нет, вторая волна появилась... До 18-19 года. Да, когда митинг с самолетиками был, блокировка. Вот эта вторая волна очень сильно выросла, и каналы появились. Ну, я сужу по украинским временам, то есть как у нас компании создавали телеграм-канал. Говорит, создаем телеграм-канал. Я говорю, что это? Говорит, ну вот, типа, тренд там в России, в частности. Говорит, на Украине еще его нет, но глобально направление перспективное. Я такой думаю, зачем, для чего? А потом это резко начало развиваться, и вот я помню, 18-19 это был пик, наверное, развития. Я вот как раз создал в 20-м, где-то в 21-м. Это третий этап. У меня есть историческая лекция по Телеграмму, можно ее в мусорку выкидывать. Вот. Второй заход был яркий, когда заблокировали в России, ну вот это вот заблокировали, потом разблокировали. И следующая волна, разумеется, пандемия. Люди сели, и надо что-то потреблять. И в пандемию многие большие сетки развлекательных каналов выросли. Все. Вот в 2020 году ВК, владельцы ВК-пабликов поняли,
поняли, что надо бежать в Телеграм и создавать, соответственно, каналы. Вот. Ну и 22-й год, понятно. Вопрос... Твоя медиа сотрудничает, да, как-то с Телеграм-каналами, с Макс-каналами? Мы очень много работаем с Телеграмом, прям максимально, с абсолютно разными тематиками. Ну и с Максом, разумеется. Макс мы начали развивать, начали формировать свою сетку каналов, просто потому что ниша свободна. Ну, как бы ничего с этим не сделаешь. Я могу долго и упорно отрицать, но мне как бы не хочется потерять эту нишу. Я буквально недавно писал колонку и также об этом как раз-таки и сказал. Что, ну, во-первых, это тренд на заблокированное. Мне это в целом мировой тренд. Мне это от слова совсем не нравится, но как бы есть данность, с которой приходится мириться. Нравится, не нравится, переходи туда, красавица. А вот по поводу злых, раздраженных людей. Если еще с бабушками, понятно, что будет переход. А что касается молодежи? Знаете, сейчас немножко минута выпендрежа. В конце того года взял интервью у Эллы Александровны Памфиловой, главы ЦИК, которая была неожиданно переизбрана в этот раз. Вот, и мы как раз-таки обсуждали, как ЦИК работает с молодежью, и в целом, и до этого у меня был баттл на одном мероприятии с именитым политтехнологом, которому, уверенно, за 70, на его учебниках училась половина России, вот. И везде одно — зумеры, и как их привести, соответственно, на выборы. Есть ощущение, ну вот мое личное, что пока никак. И то воздействие, те пиар-ходы, которые придумывает сам ЦИК официально, приглашая на выборы, то, что делают партии, ну, не сильно эффективно. Хотя я вам скажу, что я заметил, работая там с несколькими партиями, уже начав работать в этом сезоне, я заметил, что в целом, не называя, многие пытаются работать с молодежью, и, на мой взгляд, партия власти минимально сейчас работает с молодежью, а вот остальные пытаются. Мне кажется, молодежь можно привлечь какими-то такими мерами, как это делает Пашинян в запрещенном Инстаграме. Видели же, да, наверное, все его видосики, рилсы и так далее. Да, но мне кажется, что в Инсте как раз-таки запрещенный, он прям легенда, то есть все с ним делают, там узнаваемость у него повысилась просто, наверное, за пределы Армении, вышла на какой-то СНГшный уровень очень быстро. Знаешь, мы сейчас живем в эпоху искусственного интеллекта. И я думаю, что молодежь... Я первый раз думал, что это яишка, и кто-то балуется, когда он сердечки каждый под раз, музыку. когда постишь, все спрашивают, это яишка. Нет, это Пашинян, это премьер Армении. Но мне кажется, что как раз-таки молодежи залетают, и они его скорее как-то позитивно воспринимают, потому что, да, какие-то сердечки и так далее. Вот на местах в России будут появляться такие люди, которые будут вести примерно свою предвыборную кампанию как-то в таком ключе, похоже? Или все же тут будет больше какая-то консервативная история? На мой взгляд, мы как, я не знаю, как, наверное, избирательная система, как бы не говоря о заигрывании с молодежью, все равно у нас большой процент взрослой аудитории. И то, что делает Пашинян, есть важный вопрос. Нравится аудитории, нравится молодежи, это одно. Дальше выборы, и дальше люди придут голосовать. И если у нас, скажем так, в целом распределение, первое место точно понятно, а дальше, соответственно, вот они воюют за это второе место, с этим как бы ладно, то в случае с Пашиняном он может как улучшить результаты, так и, соответственно, убить то, что он делает, ну, вернее, убить там свою партию и за что он выступает. Мне кажется, мы пока, система политическая пока не готова. То есть отдельные, конечно, пытаются и хайпят, но чтобы это было на системном уровне, нет. А вот, ну вот даже вот вспоминая лидеров партии, я сейчас там условно не про Зюганова и Слуцкого, а даже как бы на уровень выше опуститься, ниже опуститься и посмотреть, а кто там вот готов что-то такое прикольное делать. Порой смотришь, ребята молодые, классные, ну, типа молодые, классные для депутата Госдумы 30-35, это молодые, классные. И ходят, вот даже одеваются, ну, смотришь, какая-то шапка зимняя, ну, ужасная, как в Советском Союзе ходили. Они даже на этом этапе не готовы меняться, а что говорить уже о трендах. И, на мой взгляд, все боятся заигрывать с молодежью в таком ключе. Ну, то есть хочется привлечь, но привлекать более, скажем так, более старыми методами. Никто пока в России не готов снимать тиктоки ради того, чтобы приводить электорат к партии. Потому что тикток у нас недоступен. Как это? У нас недоступен ТикТок? Нет, ты не можешь загружать. Они нам заблокировали его. А, да? Да.
Понятно. Друзья китайцы. Друзья китайцы, наши братья. Ну, раз мы уже... Ну, ладно, подведем черту. Эти выборы однозначно войдут в историю. Мы все-таки про историю, потому что это действительно, когда закручивают гайки перед самими выборами, даже интересно посмотреть. Ну, мне лично интересно посмотреть в первую очередь на явку. Это раз. И в процентном соотношении. То есть молодежь придет или не скажет: нет, давайте, вы нам заблокировали, мы там проигнорируем. А выборы не только у нас, совсем скоро выборы в Венгрии. И что здесь интересно, в последнее время, ну, можно эту страну так назвать нашим союзником. Мы просто все меряем черно-белыми красками, у нас либо свой, либо чужой. Образовавшимся да. союзником. Да. И вот сейчас тоже есть очень консервативный политик Орбан. Может как выиграть, так и проиграть. Но мы знаем, как сейчас тоже выборы в Румынии вошли в историю, как очень странные, где просто кандидата, который выиграл, отменили, Молдова запретили. тоже. Молдова — это вообще уникальный случай. До Молдовы Вот. дойдем, я тоже думаю. Да. Вот какие у тебя лично ожидания? Сможем ли мы сохранить Венгрию, ну, как нашего партнера? Я так понимаю, нам, может быть, интернет и блокирует, чтобы мы не вмешивались. Знаешь, нас всегда обвиняют, что мы вмешиваемся во все выборы на свете, в американские. Да, у нас будет алиби, у нас был заблокирован У нас заблокирован интернет, мы не вмешались. Мы никуда не вмешивались. А Макса в Венгрии нет. А почему нельзя установить? А я, кстати, не знаю, там открыли... 40 стран вроде было. Ну, мне да. кажется, это все Мне вчера- Африка, и, ну, конечно, это не Европа. Но мне почему-то кажется... Мне вчера надо задали смотреть. самый странный вопрос, ну тебе тоже, мы в одном чате состоим этом. Переслали вопрос от подписчика: можно ли установить Макс на Украине? Ну, мы ответили: попробуй на свой страх и Да, риск. я думаю, что этот человек был первопроходцем. И Войдет в если историю- ты войдет в хочешь историю. попробовать, обязательно перед тем, как тебя заберут куда-нибудь. Был. Хорошее Куда-нибудь тебя слово. заберут СБУшники, напиши, успей написать, смог ли ты установить. Ловит ли или там нет. где-то. Словил ли он на парковке. Вот. Но вернемся к Венгрии. Вот. Какие у тебя прогнозы, вот что там будет? И еще интересный вопрос сразу к тебе в топку к Венгрии, потому что там же очень, и без нашего вмешательства, по-моему, там очень интересная предвыборная кампания у самого Орбана. Да, Он она идет не за Венгрию, а против Зеленского. по всем городам развешено лицо Зеленского и написано: мы не будем тебе платить деньги, короче, мы не будем тебе давать деньги. Интересный Вот, чей то есть креатив, да. Это как будто бы похож на почерк, было что-то похожее и на Украине, да, когда вешали Путина и говорили, что вот ты выбирай либо Порошенко, либо будет Путин. Так и здесь, вот тоже как тебе эта предвыборная кампания? Ну, на мой взгляд, кампания достаточно грустная, но грустная с точки зрения, они работают чисто на внутреннюю аудиторию, им нет смысла хайпить так, чтобы об этом говорил весь мир. Ну, то есть, как бы я помню выборы Зеленского, какого, 19, не суть какого 19-м, года, да. 19-й, значит. Помню выборы Зеленского, и, ну, как минимум, русскоязычный сегмент СНГ активно это обсуждали. Сейчас Венгрия, как бы, ну, такое. Есть и есть. Но историю с плакатами, мне кажется, ее неплохо так обсудили и в западном твиттере. Это правда, но тут вопрос, интересно даже, кто это придумал, и не были ли это какие-нибудь СНГшные коллеги. Вот. А что касается самих выборов, я так полагаю, ну, в целом в Европе-то глобально лидеры стран, если мы широко смотрим, там в основном выступают за поддержку Украины, и есть вот эти грустные люди, типа, ну, Орбан веселый, скорее Фица в Словакии больше грустит, что поддерживает Россию. Покушение было, в принципе. Есть повод. Веселого мало. да, в этом. Веселого мало, да. Вот, и, соответственно, есть ли вероятность, что Орбан не победит? Ну, мне кажется, есть. Я буквально там на этой неделе читал аналитику, что, ну, там, видимо, местные какие-то социологические структуры выкладывают, что его уверенно уже обходят. Но мы говорим именно не на выборах, а просто в рейтинге. В рейтинге его основной конкурент, не помню, как его зовут, уверенно обходит партию Орбана. Вот, что нам, конечно, ну, такое Но для нам нашей минус, страны. как будто бы это уже какое-то противостояние Украина-Россия, потому что если, допустим, Орбан проиграет, то там сразу разблокируется пакет помощи 90 миллиардов евро для Украины, ну, это будет такое существенное им усиление, скорее всего. Да, причем, что удивительно, сам-то вот этот второй кандидат, он не то чтобы за Россию, но он и не прям, насколько я вот читал, за Украину. А вот это вот странная вещь, на самом деле, что вот раньше как бы выборы за рубежом — это выборы за рубежом, ну, то есть вообще плевать. Но, наверное, последние лет 10
мы как будто бы болеем. Вот, я это могу сравнить. В детстве у нас был свой клуб местный, за который мы болели, и нормальный, как я называл, за рубежом, за которым мы болели там в Еврокубках. Там я вот болел за мадридский Реал, там кто-то за Ювентус и так далее. И здесь это тоже похоже как противостояние. Другие клубы играют, а мы за кого-то болеем. То есть там в США там болели там кто-то за Трампа, кто-то принципиально, пускай Байден, там его окружение побеждает, как и до этого, когда у него с Клинтон была, да, схватка еще тоже в году 16-м, кажется, и так далее. В Турции были выборы. У нас все каналы, да, там будет хорошо или плохо, если Эрдоган выиграет или победит и так далее. Выборы в любой стране, мы за кого-то прям болеем и переживаем. Ну, кстати, вот грустный момент, наверное, скажу, но в 2019 году за Зеленского в России тоже болели, особенно молодежь, я вам скажу. Это прям, мне подходили, я уже тогда всем этим занимался, там, моего возраста ребята, которые далеки от политики, такие, блин, как круто он делает, подкасты, современно, конечно. согласен. Так у него такая же компания была вот очень успешная в запрещенных там Инстаграме, Фейсбуке и так далее. Очень похоже в том числе на Пашиняна. Конечно, Пашинян у него вообще гениален в своем творчестве. Но дело в том, что он же обещал правильные вещи тогда, и все на это как бы все ему верили. Даже Путин говорил, что вроде как все нормально он говорит, и вроде как мы там с ним встречались, и все окей. Вот, поэтому я его видел на сцене, как минимум, неплохо и шутил в свое время. Да. То есть исторически так на Украине сложилось, что ты, когда идешь на выборы, ты всегда обещаешь, что ты будешь дружить с Россией, а после того, как выборы проходят, то получается, что ты не очень-то и готов дружить с Россией, и тебя какие-то внешние силы разворачивают немножко в другую сторону. А по поводу того, что мы болеем за кого-то, действительно просто на Венгрии очень много интересов сходится, да, то есть если там Орбан пролетает, то это не только 90 миллиардов, которые Украина получит, да, это еще там вступление в ЕС, она блокирует выступает против вступления Украины в НАТО. Я лично, я, может, скажу крамолу, но я, например, поддерживаю вступление Украины в Европейский Союз. Причем это такой троянский конь, причем зараженный, больной и хромой. Ну это неплохая, да. Я тебе так скажу, все империи, все союзы, в которых участвовала Украина, они все развалились. Это исторический факт. Да, это получается так. А самое смешное, что когда две Украины объединились, это ЗУНР и УНР, вот они вообще там и сутки не просуществовали, поэтому с точки зрения того, что я, например, не буду особо препятствовать развалу Европейского Союза, я считаю, что это очень хороший ход забрать. Ты представляешь, то есть сейчас есть границы, ограничения там на ввоз товаров, таможни и так далее. Просто контрабанда, леса, все это грузит. Я думаю, что европейцы очень хорошо понимают то, о чем ты говоришь, и поэтому они до сих пор вставляют какие-то палки в колеса даже те, кто поддерживают Украину. Даже сейчас вот вроде как есть безвиз, который должен быть бесплатный и так далее, но сейчас начинаются ограничения, повышают, делают 20 евро за въезд в страны Евросоюза для украинцев, хотя до момента принятия безвиза виза стоила 40. То есть отличия уже как бы небольшие. Да? Сейчас Финляндия, Польша, всякие разные страны принимают ограничения о помощи там, и так далее. То есть они понимают, что в принципе, наверное, им и невыгодно вступление Украины в ЕС. Получается, за кого нам болеть? За победу Орбана, и тогда противиться он будет вступлением? Слушай, Орбан рок-н-ролльщик в любом случае, он такой веселый. Нам важнее, да и бог с ним, с Евросоюзом, важнее, чтобы Украина не получила все-таки 90 миллиардов. Любые деньги, это не очень хорошо. Вот. Фица, насколько я понимаю, он, конечно, может вето наложить, но это не особо спасет, насколько я всю изучал эту историю. Плюс проблема, если их сравнивать, у Орбана хотя бы внутри плюс-минус половина страны, это поддержка его. У Фица все плохо, там против него оппозиция, никому это не нравится, что он поддерживает Россию и тому подобное. В этом плане у Орбана все сильно лучше, но это вообще, я уже давно заметил этот тренд по всей Европе. Все местные политики, причем неважно, за Россию там мало, в основном все вот те, которые условно за Украину, все слишком заигрались в поддержку Украины и во внешние комментарии. И по итогу вечные забастовки во Франции, по итогу рост цен максимальные там на ЖКХ, там на местное ЖКХ и все такое. И по итогу разные правые партии начинают уделывать правящие партии. Но мы видим, что вот этот тренд поддерживания Украины
ни к чему хорошему не ведет. Но, на мой взгляд, с Орбаном тоже случился тот же казус, но только он Россию поддерживает. Все-таки надо было, он сохранял баланс, но все-таки, наверное, перед выборами, ну там за какое-то количество времени, за год, так точно, надо было максимально работать на внутреннюю аудиторию, чтобы сейчас он мог явно быть сильнее. В целом шансы у него? Мне кажется, 50/50, вот это мой прогноз. Это либо будет, или не будет. Вот там вот вообще не скажешь. Есть еще одна страна просто, которую я очень хочу видеть в Европейском Союзе. Сейчас меня закидают в комментариях какашулями. Вот. Но есть страна, которая все время конкурирует с Украиной за право называться самой нищей страной в Европе. Это Молдова. И у Санду это хорошо получается. А сейчас вот они тоже готовятся там, к вступлению в ЕС. Они долгое время вообще шли пакетом с Украиной. То есть настолько очень важное государство, что они пакетом их берут. И прошел тоже такой исторический момент. Они вышли из СНГ. Анонсировали, что все, больше не состоят в содружестве независимых государств. Вообще СНГ странное формирование. Кто не смотрел наши исторические выпуски на канале, просто пересмотрите. Был референдум в марте 1991 года, где абсолютное большинство граждан Советского Союза сказали, мы хотим жить дальше в СССР. Но по факту за год раздеребанили, создали типа СНГ, и по факту вообще все страны расползлись. Но с СНГ первой вышла Грузия. Да. Украина де юре как бы вроде как и член, но по факту она не член СНГ. И вот Молдова тоже анонсировала. Вообще есть какая-то перспектива существования СНГ? И есть вообще в СНГ какой-то смысл с точки зрения твоего? Хороший вопрос. На самом деле, понятно, что СНГ было создано, чтобы что-то создать. Наверное, архитекторы, это красиво сказал архитекторы, наверное, это так тогда не называлось. Люди, которые это придумали, явно хотели аналог Евросоюза и НАТО, соответственно, появился СНГ, ОДКБ. И что-то надо было как-то, видимо, тот, кто это придумал, видимо, хотел удержать как-то распавшийся Советский Союз. Вместе всегда легче, условно. Вопрос, что это не стало работать так, как тот же Евросоюз, где там открыли без виз, совместная торговля и тому подобное. Он как бы де юра, насколько я помню, содружество должно как бы друг другу помогать, там налоги, не налоги, общее что-то, но делается это все не так хорошо. Для меня это скорее, на мой взгляд, может, я чего-то не знаю, для меня это скорее некий рудимент, который как бы, зачем его отрезать, если есть некий союз, какие-то некие страны вокруг него есть, но остаются, какая-то внутренняя поддержка, внутри есть, и то вопросики, с тем же, Казахстан же у нас в СНГ или нет, не помню. В СНГ. В СНГ, да. Да, в АДКБ его нет, по-моему. Они были в АДКБ, а сейчас, по-моему. Что-то они собирались выходить. Там же была история, что АДКБ даже, когда были митинги. Да. В 2021 году, кажется. Да, и потом они вышли, по-моему, скандал был. Вот такая же история в целом, никого проблема, или не проблема в том, что вроде как бонус, что некая коалиция, и тот же бонус, что при этом никто никому не обязан. То есть, как бы, вроде, это, знаете, придумали чат, мы же все вместе, общаемся, переписываемся в этом чате там раз в месяц, зато все вместе, были вместе на тусовке, вместе, соответственно, в чате. Какая-то есть... Вот я сейчас классную аналогию привел. Я просто помню, в 11 классе мы отмечали выпуск из школы, и одноклассник, Ростик, если смотришь, большой тебе привет, сказал такую фразу: запускали шарики, и он такой: мы как эти шарики, разлетимся и никогда больше не увидимся. А другие ему сказали: да нет, мы будем общаться, мы будем там в ВК тогда там группу создадим и так далее. По факту группа мертва. У нас там есть некоторые энтузиасты, которые пытаются сделать съезд одноклассников, все остальное, но по факту это не работает. Это очень похоже на СНГ. Похоже, согласен. То есть, как бы оно есть и есть. И зачем, на мой взгляд, рушить архитектуру? Есть псевдо-ощущение, что там
взаимопомощь. Взаимопомощь будет и так, без СНГ, это понятно. Ну, те, с кем, соответственно, договорились. Тот же, я не знаю, если с ОДКБ сложнее, соответственно, оттуда и больше стран повыскакивало, потому что в случае ОДКБ, в случае какой-то военной угрозы, другие страны должны помочь. Отсюда из ОДКБ сразу слился Узбекистан, слилась Грузия, Армения вот недавно приостановила. Тут понятно, за что, как бы, за что ты подписываешь этот договор. А в случае СНГ, ну, как бы есть и есть. Нюанс в другом. В случае с Молдовой, мы же ее обсуждаем. Выйдут они из СНГ. Пообещали им, ну что им, Евросоюз. Пообещали им Евросоюз. Ну, давайте так, Евросоюз обещали и Украине, все обещают. 17 лет. Тот же Пашинян все время заигрывает с Западом одной половиной пятой точки, второй половиной ездит к Путину, буквально недавно это случилось, и пытается с другой стороны балансировать, но при этом тоже вот это заигрывание с Западом не приводит к тому, что, ну, он понимает, что если сейчас разрушить договоренности с Россией, полетит экономика, в том числе армянская. И армянские бизнесмены явно будут недовольны. И отсюда полностью Западу он не может довериться. А самое главное, а что значит довериться Западу? Я не уверен, что... Во-первых, я не уверен, что Молдову таки возьмут в Евросоюз. Хотя это хороший будет, ну, наверное, политический какой-то, да, момент. Экономически, насколько я понимаю, Молдова конкретно проигрывает. Мощнее Германии. Не, проигрывает с точки зрения рынки. Она как раз по СНГ раскидывала свои фрукты, свое какое-то вино. Ну, то есть, это, конечно, нет, там тоже сейчас в последнее время были сумасшедшие ограничения, там боролись. На фудсити предлагают всякую молдовскую Да, продукцию. Просто там очень боролись молдавские позиционеры, чтобы хотя бы яблоки разрешить вывозить, потому что там все гнило. А в Евросоюзе овощи не нужны, молдавские слова совсем. Там же, да, лимит какой-то им поставили. И французы конечно, такие. Евросоюз, конечно, такие же квоты есть и у Украины перед Евросоюзом, потому что когда Украина шла в Европу, естественно, все рассказывали политики, смотрите, мы сейчас идем в Европу, мы сможем завалить своими там, значит, своей свининой, своим салом все полки европейских. Да, только Украина свинину импортирует. Европейских стран. И по итогу оказалось, что квоты, которые выделил Евросоюз, да, они заканчиваются за месяц. Да. В каких-то случаях за 2 месяца. А потом ты целый год, ну, как бы у тебя нет... Ну, ты просто представляешь, как сидят французы, хрустят круассаном и такие, так, очень хочу выпить бокал хорошего молдавского вина. И на круассанчик сальца положить. Да. Не, посмотри, я вот за этих двух троянских коней, Молдова и Украина, в составе Европейского Союза. Я вот прям, честно, как премьер-министры в Британии менялись, мы их сейчас даже не вспомним все. Тут понятно, что да, с СНГ там они рухнут быстрее. Не все хорошо, но вот про Евросоюз ты говоришь, что их может развалить Украина или Молдова. Есть у нас еще другой фактор, это бульдозер американской политики Дональд Трамп. Вот какое он влияние оказывает на структуру и ЕС, и НАТО, потому что сейчас там пошли заявления, Пит Хексет, по-моему, заявил, министр войны, да, что мы после того, как... или Рубио заявил, что после того, как война закончится, мы, значит, либо выйдем из НАТО, либо мы пересмотрим какие-то наши договоренности по НАТО. Вот. И, собственно, ситуация с Гренландией тоже, мне кажется, ее Трамп к ней вернется после того, как разрулит Иран, потому что там как бы Иран планировался чуть... Ты сколько лет отдаешь еще проживет, как политически, так и физически Трамп? Трамп, мне кажется, бульдозер еще продержится немножечко, он еще кого-нибудь задавит. И у меня вопрос, вот если все-таки он вернется к Гренландии, он, скорее всего, вернется. Вот как здесь Евросоюз, не начнутся ли там какие-то качели, и туда, куда хочет Молдова вступить с Украиной, возможно, это будет уже какой-то другой союз, и не евро, и, может быть, полуевро какой-то, полуразделенный на какие-то разные части разных союзов. Вот. Хочется вспомнить мем, который ходит примерно раз в 2 недели можно вспоминать этот мем про Трампа, потому что зависит от его разговоров. Это вот такая диаграмма, где наш слоняра и, соответственно, против него. Да, конечно. Вот. В данном случае, вот если отойти от политического контекста, мне что главное нравится в Трампе, вот его бы подход преподавать, для политологов, да и вообще для многих технологов,
просто в институте. Подход называется «Да насрать мне на все правила». Я делаю, что хочу. Да. У вас там мировой порядок сформированный, там в книжках расписано, есть же всякие книжки по многополярному миру, мировому порядку. Он просто книги не читал. Да, и не надо, и все хорошо. Что там, выйти из НАТО, да, что бы не выйти. А создать свое, но он же там создал какой-то Совет мира. Да, Совет мира. По миллиарду кто-то скинулся, успел скинуться. Входной билет, нормально. Россия по итогу отказалась, кстати, кидать деньги на это дело. Ну, кстати, возвращаясь к политике, это же нравится, и в том числе, я думаю, молодежи, то, что как будто бы он говорит честно, да, говорит то, что думает. Раньше-то политики говорили, знаешь, всегда обходными путями, там как-то что-то, лишь бы не сказать того, что-то кому-то не понравится, бизнесу или там еще там какие-то учитывают интересы, ему похер. Он приехал там, общается с министром, значит, этим японским. Мистер Джапан, да, подойди сюда. Потом, то есть он там Макрону может сказать, что вот прошло там уже полгода с этого, когда ему пощечину дали. Он говорит, ну, он до сих пор восстанавливается от этой пощечины. Его жена до сих пор бьет, и это как он показывал, бум-бум, Трамп. То есть, и это же, вот как раз возвращаясь к политике, и ты говоришь, что надо преподавать, наверное, это нравится, да, молодежи, и в том числе такое поведение, если практиковать в России, да, чье-то на местах, там, неважно, насколько это будет залетать. Ну, в целом, светлая память Жириновский, наверное, да, Жириновский бы делал тоже примерно было. так. Да. Вот. Ну, скажем так, я же с точки зрения, надо же всегда мыслить двумя образами. Есть образ политика и, соответственно, то, что ты делаешь, а есть главное, это ради чего все, если ты не чиновник в смысле как должность, а в смысле как политик, то что мы мыслим электоратом? Мы мыслим электоратом, и тут важно смотреть замер. Да, в Америке другая система, там есть система выборщиков, все не так. Ну, по сути, не прям народ выбирает. Но, тем не менее, надо мыслить электоратом, а у Трампа в этом плане с тем, что мы видим, не все хорошо. Рейтинг-то может быть и высокий где-то, среди какого-то количества населения, но при этом не все хорошо, а впереди выборы в ноябре этого года в Конгресс, наши госдумовские синхронизировались. Соответственно, если и там Единая Россия победит. А было бы хорошо, наверное, для Трампа, чтобы там Единая Россия победила, потому что если, к сожалению, если победят демократы, потому что Трамп республиканец, если победят демократы, Трамп в целом до конца срока минимальное количество законов сможет провести через Конгресс. Все-таки их двухпартийная система позволяет еще вкладывать много денег в лоббирование, которого там у нас стало сильно меньше, мягко говоря. Вот, и поэтому тут надо максимально смотреть электорально. И я вот тут соглашусь и не соглашусь с тем, что он, конечно, говорит прямо, четко и круто, но, на мой взгляд, это просто искренне честный Объясню. Он говорит, да мы сейчас, ну вот как он сказал, да я стану президентом, кейс Украина-Россия закончил за 24 часа. А потом пошли разные трактовки. Да я имел в виду за 24 часа с того, как там же какое-то количество месяцев, он еще не президент после избрания. С момента, как вступлю. Потом еще, да я по приколу сказал. Вот у него в таком формате, он искренне, если другие придумают, как бы аккуратнее сказать, он искренне говорит, искренне потом не выполняет, ну что-то, не все. И в целом, видимо, всех это устраивает. Кейс с Ираном тоже есть, кстати, самое. один человек, парадоксально, это Зеленский, у которого заявления совпали с реальностью. Но в каком ключе? Все, что он говорил серьезно, все оказалось ложью. Все, что он шутил на сцене, все эти приколы стали реальностью. И это парадоксально, на самом деле. А Трамп нулевая ответственность. Но при этом... Трамп просто зарабатывает деньги. Мне нравится, как он троллит. Мне очень нравится, как он троллит. Тогда сейчас ролик тоже завирусился, где сидит рядом Эрдоган. Он рассказывает про выборы, про фальсификации. Ну, вот парень лучший в фальсификациях. И дальше. Мистер Джапен или про Перл Харбор, когда он пошутил. Да, про Перл Харбор. Или про немцев, которые... Для вас это траурный день, да? Высадка в Нормандии. Ну, то есть это достаточно... Японцы, которые лучше всех понимают в сюрпризе, да, это круто. Но мне кажется, что всеми этими заявлениями он еще и просто зарабатывает деньги. Там же была история вот эта вот, что... С акциями. Да, с акциями. Кто-то продал там
фьючерсов на нефть за пару часов буквально до того, как он объявил о перемирии, да, там и заработал $500 миллиарда. А потом пошли слухи, короче, что и сын его приторговывает вроде как, и заработал там какую-то сумму приличную. Поэтому здесь тоже может быть его прямота и вот это вот и какая-то излишняя, может быть, где-то он там приврал, где-то еще что-то. Может быть, это тоже все специально, да. Я предлагаю перейти к нашему квизу. У нас историческая программа. Мы тебя погоняем тоже по вопросикам по истории. Выбрать правильный ответ. У нас не шоу «Кто хочет стать миллионером». Миллион ты не получишь от нас. Эх. Но бесплатно получишь подписку на его на Макс-канал. Какой исторический период в России, в какой период, было наибольшее число партий? Варианты ответа. В Российской империи, в Советском Союзе, в современной России до 1993 года и в современной России в 2007 году. Ну, давайте порассуждаем. В Советском Союзе не могло быть много партий. Сколько там было? Одна? Одна, наверное, официально. Вот. Потенциально могло быть, как Союз развалился, соответственно, демократия, не демократия. В 2007 году точно уже было мало партий, ну, в смысле, вот все примерно те, которые мы знаем, плюс те, которые сейчас Минюст активно фиксит. В теории два временных промежутка формирования страны. Это либо 90-е, либо, соответственно, там Российская империя как раз перед революцией 17-го года. Да. Это тоже пошла демократия, пошли выборы и тому подобное. Но пусть будет Российская империя. Абсолютно правильно. Следующий. Давай. Какая партия победила на первых государственных выборах в России? Выборы в Государственную Думу 12 декабря 1993 года. КПРФ, Выбор России, ЛДПР, Единая Россия. А Единая Россия разве тогда была? Уже. Я что-то даже не помню. Ну, может быть, это с подвохом вопрос. Возможно. По-моему, была это... Забыл, как она называется. Там что мы привыкли, что Единая Россия побеждает. Да, и почему бы нет. Ну там все очень просто. Там либо КПРФ, либо ЛДПР, потому что эти до 2000-го бились реально за электорат. Там было за кого голосовать. Ну, давайте скажу, что КПРФ. ЛДПР. Ну вот и все, ты проиграл. Все, шоу закончил, камеру. Последний вопрос. Выключайте свет, да. В каком году появилась первая Государственная Дума? При Иване Грозном в 550 году, в 1550 году, в 1906 при Николае II, в 1993 при Ельцине, в 1864 при Александре II. Только смотрел ролик перед тем, как к вам приехать, вот это вот псевдоисторические, ну не псевдоисторические ролики, где как раз говорили, что при Грозном был вот этот соборный, забыл, как он называется, когда он собрал всех. Вот, ну, тут как раз все просто. Кто у нас финально играл за демократию перед революцией? Николай II. Тогда Дума и появилась, но демократию в руках не удержали. С тех пор что-то... Да, с тех пор. Не знаю, это победила при царе Единая Россия или нет, но... Да, действительно, в 1906 году это была создана первая Государственная Дума. Да, и как раз про Единую Россию. Какая партия была предшественницей? Единая РСФРС, Единство и Отечество, Центристская партия РФ и Народно-демократическая партия России. По-моему, Единство и Отечество. Да. Там же было, стойте, там вообще Ты было... ему скидывал там было, стойте. Сценарий он читал, да? Нет. А может не скидывают сценарий? Единство и Отечество. Там же было две партии, которые потом объединились. Там было Единство и Отечество. Да, Единую Россию. Они объединились сначала просто, ну и, соответственно, это как раз это самый легкий вопрос, потому что он самый известный. Понял. Ну и зафиналим такой рубрикой, запрещенной инстаграмовской, тиктоковской. Я предлагаю тебе выбрать самого крутого политического медийщика в России. Одна секунда на ответ. Одна секунда на ответ. Собчак или Мизулина? Собчак. Собчак или Потупчик? Потупчик. Потупчик или Прилепин? Потупчик. Потупчик или Дерипаска? У нас рандомные варианты. Но мне нравится больше Дерипаска, его блок пиара, он повеселее. Дерипаска или Медведев? Медведев. Медведев или Дмитриев? Медведев. Медведев или Рамиль Харисов? Медведев.
Победил Медведев. Политически правильный ответ победил. Политически правильный ответ, потому что мы политически корректная программа. Вот. Ну что, друзья, спасибо тебе большое за интересное мнение, за ответы. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Очень интересно про российскую политику, на самом деле. Про внутрянку мне всегда было Просто мы впервые интересно. позвали не украинца. Да. Но Борис Чернышов не в счет, потому что он представитель все-таки Государственной Думы. А так у нас просто круг общения. Мы только про партии эти вот непонятные знаем. Да-да-да. Только Коломойского Слуга обсуждайте, народа. я понял. Только Коломойского и всех остальных. Не знаю, на всякий случай скажу, Новых что людей есть. мы, кстати, не обсудили, а они как будто бы там набирают, да? Кто набирает? Новые люди. Новые люди набирают. Сейчас все партии борются. Тут главное, кто займет второе место. И сейчас все пытаются Новые люди вкладывать. могут занять? Я думаю, да. На фоне ограничений. Все очень просто. Молодцы. Они хорошо толкают свою повестку и пытаются играть на ограничениях, что не делает КПРФ и ЛДПР. Тебе в последний момент просто за ней такая смс-ка пришла от новых людей. Вы там записываетесь. Не от новых людей, а в Сбербанке дзынькнуло. Он, кстати, на момент записи не работал нигде. Вот мы не могли купить ни кофе, ни оплатить парковку. Поэтому, друзья, если что, поддержите нас хотя бы морально, чтобы нам эти штрафы, которые придут за неоплаченную парковку, не было так больно смотреть. Пишите комментарии. Лучшие и самые популярные комментарии получат прекрасную книгу от движения Победа 945. На этом все, друзья. Спасибо. Пока.